Сегодня мы поговорим о том, с чего начать свою первую игру даже при отсутствии профильных знаний. Мы также разберемся, на какие вопросы мы должны ответить перед тем, как приступать к делу. И как минимизировать сроки разработки вашей игры, поставив перед собой ограничения. Ведь самое сложное, с чем придется столкнуться начинающему разработчику, это стена, появившаяся из ваших желаний и недостатка знаний, на изучение которых могут потребоваться годы. Но на любую проблему всегда найдется решение. А прежде чем мы продолжим, как насчет равноценного обмена? Давайте вы отвлечетесь от просмотра и направите ваше внимание под ролик, а именно на кнопки с лайком и подпиской. Нажав на эти кнопки, вы не только поддержите развитие канала, но и зарядите меня дополнительной энергией, которая направлена на создание более качественного контента. А если у вас найдется что сказать, то немедленно приглашаю вас в комментарии. Это то место, где вы можете повлиять непосредственно на выходящий контент, поделившись своим мнением и мыслями. Прежде чем задумываться о своем проекте мечты, который попадет в тренд и принесет вам богатство и славу, после которых вы можете браться за любые амбициозные проекты, которые только придут вам в голову. Давайте ответим на самые важные вопросы. Зачем нам нужна игра? Для кого мы делаем эту игру? Сколько времени мы готовы потратить на свой первый проект? Главное, чтобы не последний. Какие у нас есть ограничения и какие мы поставим перед собой? Есть еще масса вопросов. Как мы будем издаваться? Платформы, на которых выпускаться? Поиск команды и многое другое. Но не будем забегать вперед. Так зачем нам нужна игра? Почему мы хотим ее сделать? И вот тут нужно быть честным с самим собой. Мы хотим сыграть в лотерею с надеждой на безбедное будущее. А может вы хотите как настоящий творец рассказать историю посредством игры, так как нет лучшего инструмента для рассказа истории? Или как в моем случае, я люблю и играть, и создавать игры, придумывать новые миры и механики, хотя к этому ответу я пришел ой как не сразу. Так к чему я все это спрашиваю? От этого напрямую зависит то, что вы будете делать потом. Допустим, вас интересуют деньги. Вот это неожиданность. Причем желательно не маленькие и не через десяток лет. В этом случае вам нужно будет затронуть как можно большую аудиторию вашей игрой. У нее должен быть низкий порог входа, она должна соответствовать современным тенденциям, и скорее всего вам понадобится поддержка издателя. По итогу самый простой способ это отправиться на мобилки, где играм, чтобы быть популярными, не обязательно быть очень большими, иметь глубокий сюжет, да и не всегда в принципе быть играми. Ведь многие мобильные игры уже давно превратились в рекламные билборды и игровые автоматы. И скорее всего самым страшным камнем преткновения станет издатель, до которого еще нужно достучаться. Я из компании Oriflame. А так как на рынке сейчас жесточайшая конкуренция, это будет очень непросто. В особенности новичку без опыта публикаций и работы с нужными инструментами аналитики и монетизации. И тут придется поступиться гордостью, так как придется делать не игру, которая будет всем интересна, а игру, которая будет приносить как можно больше денег. А если вы, например, хотите о чем-то рассказать своим игрокам или просто сделать игру, в которую вы всегда мечтали поиграть, то тут нужно ответить на другой вопрос. Для кого мы будем это делать? Ну да, пошел я нахер. А вот от этого вопроса зависит то, как будет выглядеть игра, что в ней должно присутствовать и чего делать точно не стоит. Если вы хотите создать игру, например, посвященную Лавкрафту, как минимум вы уже изначально представляете, что за атмосфера и тон будет у вашего произведения. А дальнейшее изучение поможет определить пол, возрастную группу и многое другое относительно потенциальной аудитории, что должно правильным образом отразиться в игре. Стойте, Хотя никто не отменял Лавкрафта в мире My Little Pony, но это риски, которые не все готовы на себя брать. Возможно, многим покажется этот вопрос не таким значительным на данном этапе, но вы должны понимать разницу между проектом, который вы хотите по итогу показать всем своим друзьям, близким и соседу из третьего подъезда, и проектом, что хочет рассказать свою историю как можно большему количеству игроков, ну и конечно же иметь финансовый успех. Вы должны заранее понимать, кому будете продавать свою игру, потому что ваша игра не сможет понравиться всем, это я вам гарантирую. Хотя, конечно, все можно пустить на волю случая, в надежде на то, что ваш артхаусный проект поймут и он найдет свою аудиторию. Но, к сожалению, вы не в пустыне, а ваш проект не единственное, что может стать глотком живительной влаги. А теперь вопрос, относительно которого вы сразу поймете, насколько вы себя переоцениваете. Сколько времени вы готовы потратить на свою первую игру?
Этот вопросец, скорее всего, сильно повлияет на то, а будете ли вы дальше заниматься играми, если доживете до завершения своей игры. Прежде чем я дам рекомендацию по этому вопросу, хочу вам поведать, что огромное количество разработчиков не добираются до того, чтобы даже просто кому-нибудь свою игру показать. А многие, кто по итогу ее выпускают, например в Steam, и даже добиваются финансового успеха, либо перестают заниматься играми, либо идут работать в какие-нибудь студии, полностью забивая на развитие собственных проектов. По этой причине, чтобы увеличить ваши шансы дойти до конца, стоит определиться с размерами проекта, ставя перед собой ограничения, начиная со сроков на реализацию. Впоследствии чего вы начнете больше прорабатывать игру, уменьшать ее, вырезая все лишнее, полноценно проходя с тесаком. Конечно же, не стоит забывать и о своей мотивации, а главное об удовольствии от процесса. Даже тесаком нужно работать в меру. Если это ваша первая игра и у вас нет никаких знаний о процессах разработки, то я думаю, вам нужно ее закончить за 1-2 месяца. Потому что это оптимальное время, за которое у вас не исчезнет мотивация, и вы еще не сунете свой нос настолько глубоко, чтобы начать тонуть. Да и желательно увидеть результаты своей работы как можно скорее, набравшись опыта в публикации игры. Так как первый проект всегда самый сложный, из-за большого количества вопросов, с которыми придется повозиться из-за нехватки опыта. Вот мы, например, выпуская свою первую игру, не могли ее выпустить около 1 недели из-за неправильно поставленной галочки. И тут вопрос был даже не во внимательности. Так что делайте вашу первую игру как можно быстрее, даже если это будет просто какой-нибудь сапер. Но даже сапера можно осовременить, просто внеся новое правило. Или сделав нормальный туториал, чего в мое время сильно не хватало этой игре. Тогда нажимай на зеленую, а потом на желтую. Хорошо. Тебя послушал. А какие у нас могут быть ограничения? Мы слегка затронули ограничения предыдущим вопросом. Но их будет настолько много, насколько хватит вашей фантазии и дальновидности. Так от чего можно оттолкнуться, ставя перед собой ограничения для того, чтобы уложиться в сроки и не поехать крышей? Первое, с чего стоит начать, это с визуального стиля, который будет вам доступнее всего. Так что дуйте в любой известный вам маркетплейс на поиски доступных ассетов. Бесплатных, дешевых или на заказ, тут все зависит от вашего кармана. По результатам ваших поисков вы сможете определить сеттинг проекта. И да, это не ошибка. Сейчас наша задача упростить себе жизнь, поэтому наш маршрут может показаться не самым логичным. И вот, сформировав потенциальный набор ассетов, определившись с сеттингом, вы можете до кучи накидать такие пункты, как звук, визуальные эффекты, шрифты, сюжет и многое другое. Но тут пока не стоит распыляться. Ведь сейчас, после того, как мы набрали мясо для нашей игры, мы переходим к его скелету, а именно к механикам и геймплею. Да, это звучит очень странно, что самое важное мы оставляем напоследок, но это был необходимый шаг, чтобы ваши амбиции не завели вас в такую чащу, из которой вас не вытянут даже сотни профессиональных разработчиков. И как говорится, настоящий творец будет творить даже сидя под замком. Так и тут мы себя уже ограничили со всех сторон. Мы уже знаем, как будет выглядеть игра, как звучать. А теперь на все это нам нужно придумать тот геймплей, который будет соответствовать тому, что вы собрали, и при этом не быть настолько раздутым, чтобы вы могли уложиться в нужные сроки. Задача эта непростая, но интересная. В ней вы можете сконцентрироваться на форме игры куда лучше, по сравнению с ситуацией, когда ваш холст не имеет границ. Если у вас все же появится желание пойти по предложенному мной пути, дам вам небольшой совет по геймплею. Вам нужно сделать список игр, которые могут подходить под ограничения, которые вы для себя определили. Может быть, пока вы будете формировать этот список, к вам в голову придут идеи, как объединить встреченные вам механики. Но даже если вам в голову не пришло чего-то нового или оригинального, не стоит переживать. Так как всегда можно взять уже имеющуюся концепцию и немного ее изменить, добавив новое правило или изменив сеттинг. Ведь тот же самый Tetris до сих пор неплохо продается, качуя из рук в руки. Хотя, думаю, сейчас у вас сформировалось легкое возмущение. У вас уже наверняка есть концепция игры, которую вы хотите реализовать. И вы хранили его у себя в сердечке уже долгие годы. Ну, постарайтесь смириться с этим, по крайней мере, на первый раз. Потому что сейчас у нас речь идет об опыте, через который нужно пройти, чтобы чувствовать себя более уверенным при разработке. А делать первой игрой свою игру мечты — это большая ошибка, так как вы не будете довольны проделанной работой, не переделав ее по 10 раз, так как вы хотите сделать все идеально, что уже выбивается из плана. И перед тем, как мы подведем итоги, небольшой бонус.
который есть у каждого и о котором вы, наверное, уже думали. Это ваши навыки и навыки ваших друзей и близких. В связи с чем, кстати, наличие маленьких сроков положительно скажется на взаимоотношениях с теми, кого вы затянете в вашу авантюру. Но тут все, конечно, зависит от вашей убедительности. Но учитывайте, не каждый полезный навык положительно скажется на вашем проекте. Ведь если у вашей собаки художественные таланты, думаю, у нее все равно займет много времени подготовить все арты для игры. То есть не стоит привлекать всех своих талантливых знакомых. Привлекайте только необходимых. This is a gun? Например, знакомого программиста, который знает какой-нибудь игровой движок. Так как в ролике я не затрагивал такой важный момент, как выбор игрового движка по одной простой причине. Если это ваша первая игра, то сомневаюсь, что вы знакомы с каким-либо движком. А даже если и знакомы, наверняка будете использовать именно его для своей игры, что и станет своего рода еще одним ограничением. И все так же в надежде сэкономить свое время, будет не очень разумно садиться за изучение движка, на котором вы сможете создать что-то стоящее не раньше, чем через полгода-годик. И именно поэтому тут бы я рекомендовал собрать все сэкономленные деньги с обедов и найти качественного исполнителя, который не только быстро соберет все, что вы ему принесете в единое целое, но и возможно даже сделает это качественно. Но тут решать лично вам, стоит ли на этом экономить и пытаться изучать то, на что у людей уходят годы. А в зависимости от идей, с которыми вы придете, не факт, что даже уверенный специалист сможет быстро справиться. Подведем краткий итог. Ответив на эти несколько вопросов, зачем, для кого и в какие сроки, поставив перед собой определенные барьеры, мы на удивление можем не только облегчить себе разработку, но и завершить ее в кратчайшие сроки, не раздувая ваш временной бюджет до момента отказа от проекта. Ведь наша основная задача не только получить опыт, но и понять, хотим ли мы заниматься играми в дальнейшем. И чем быстрее вы это поймете, тем лучше, пройдя весь путь от начала и до релиза в наиболее сжатые сроки, и не повторив опыт сотен и тысяч людей, которые в погоне за мечтой и многолетней разработки, даже если выпускали проект своей мечты, но после к разработке игр не прикасались, что по итогу я считаю не очень хорошим результатом. Ну а вам я желаю играть в хорошие игры, выпускать лучшие, а главное стараться доводить идеи до конца. Всем спасибо за просмотр, жду от вас лайк, подписку и смайлик в комментариях. Дальше будет интереснее. Всех благ!